Привет! Это краткий обзор финала грандиозной битвы за дворец высшего зенита. Старые враги повержены, а врата к легендарным сокровищам наконец распахнуты настежь. Во-первых, смерть тирана и шокирующее возвращение. Сяо Цзиньхань повержен. Его душу буквально пожирает золотой жук Цинь-Тун. Но самое безумное, Хань Ли каким-то чудом достиг высочайшей ступени бессмертия, пока все остальные сражались. Во-вторых, угроза серьезнее всех прежних. Пока местные маги переваривают невероятный скачок Хань Ли, на сцену выходит посланник Небесного двора. Пока все тратят последние резервы на взлом врат, этот человек с пугающей легкостью обходит их самую смертоносную защиту. Не исключено, что все эти амбициозные мастеры просто делили крошки, пока истинный хозяин положения шел забрать весь пирог. Наконец, потрясающая ирония открытия. С помощью магии времени Хань Ли и союзники пробивают барьеры и попадают внутрь. Вместо жестоких лабиринтов и ловушек обнаруживают скрытое карманное измерение. Безупречно работающая древняя ферма с редчайшими травами, прислугой и вымершими животными ждала нетронутой тысячелетиями. С новыми возможностями, надвигающимся гневом Небесного двора и целым миром нетронутых сокровищ, настоящая битва только начинается. А теперь слушаем дальше. Глава 491. Тайная область. Похоже, эти слуги не более чем марионетки, заметил Хань Ли, внимательно осмотрев окрестности. Верно, это действительно марионетки, подтвердил Даос Хуянь, кивнув после тщательного изучения. Пока они разговаривали, в небе над ними начал собираться золотой свет, и вскоре образовалось густое золотое облако. Пилюльная скорбь, которая уже давно появилась во внешнем мире, только сейчас начала проявляться в этой тайной области. Хань Ли проследил взглядом за точной центральной точкой золотого облака, затем опустил взгляд вниз и обнаружил, что на самой высокой точке горной вершины располагался великолепный золотой дворец с круглым куполом. На площади перед Золотым дворцом находились две фигуры, от тел которых исходил яркий синий свет, и они бросали цепочки рунных печатей в врата дворца. Похоже, Ло Цинхай уже работает над снятием ограничения. «Нам тоже пора идти», — сказал Хань Ли. «Согласен», — ответил Даос Хуянь. Как только его слова стихли, пространство в нескольких сотнях метров от них начало слегка искажаться, после чего появились Фэн Тяньду и Ци Тянься. Фэн Тяньду бросил быстрый взгляд на Хань Ли, затем немедленно перевел свое внимание на Золотой дворец вдалеке и полетел прямо к площади вместе с Ци Тянься. Как они нашли это место? Может быть, кто-то из них тоже обладает глазами духа пустоты? Задумался Ло Цинхай, увидев приближающихся Фэн Тяньду и Ци Тянься. «Что нам делать, хозяин дворца?» «Ограничение скоро будет снято», — спросила Нань Кэмэн. «Ничего не поделаешь, давай сначала сосредоточимся на том, чтобы попасть во дворец», — ответил Ло Цинхай, после чего с силой ударил ладонями по вратам дворца. Синий лист, покрытый серебряными узорами, вылетел из ладони его ведущей руки и прижался к вратам дворца. Врата дворца мгновенно засияли ярким синим светом, а лист растаял и исчез в вратах, оставив после себя только серебряные узоры, переплетающиеся друг с другом и образующие сложные руны, которые распространились по вратам. Все серебряные руны быстро превратились в трещины, и вскоре золотые врата разлетелись на куски с хрустящим треском. Как раз в тот момент, когда Ло Цинхай и Нань Кэмэн собирались ворваться во дворец, сзади раздался голос Фэн Тяньду. «Все мы работали вместе, чтобы снять ограничения и добраться до этого места. Неужели вы собираетесь присвоить все себе и ничего не оставить остальным? Конечно же нет, товарищ Даос Фэн. Просто так получилось, что я добрался сюда первым, а время не ждет, поэтому я подумал, что открою врата дворца, чтобы всем было удобнее», — ответил Ло Цинхай с улыбкой. В этот момент перед Золотым дворцом появились Хань Ли и Даос Хуянь. Ло Цинхай и Фэн Тяньду одновременно бросили взгляд на дуэт Хань Ли, на лице первого появилась улыбка, а второй остался совершенно бесстрастным. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, в тайную область одна за другой ворвались еще 4 вспышки света, и двое золотых бессмертных расы Темного Юга и дуэт Ауян Куйшаня также прибыли, а затем спустились перед Золотым дворцом. Приземлившись, пожилая женщина из расы Темного Юга немедленно издала холодное фырканье, выражая свое недовольство, а Ауян Куйшань незаметно кивнул Даосу Хуяню. Они смогли попасть сюда только потому, что Даос Хуянь сообщил им о местоположении входа с помощью секретной техники. Таким образом, все снова собрались вместе. В этот момент золотое облако в небе над ними начало бурно вращаться,
и всего за несколько мгновений оно охватило все небо, озарив всех присутствующих ослепительным золотым сиянием. Из золотого облака исходили грозные энергетические колебания, внушающие страх даже всем присутствующим золотым бессмертным. Золотое облако, словно, полностью слилось с небом, и в воздухе повисла чрезвычайно тяжелая атмосфера, как будто все небо вот-вот обрушится вниз. Сразу же после этого изнутри облака начали доноситься раскаты грома, и возник грозный золотой вихрь, стремительно вращающийся на месте. В центре вихря начала медленно формироваться ослепительная серебряная капля, напоминающая гигантскую серебряную каплю воды, по поверхности которой постоянно вспыхивали молнии. С появлением этой серебряной капли с небес обрушился поток ужасающей духовной силы, охвативший весь Золотой дворец. Хань Ли окинул взглядом Золотой дворец и обнаружил, что на его колоннах, дверях и оконных рамах выгравированы бесчисленные руны, которые в этот момент сияли так же ярко, как звезды на ночном небе. Пол внутри дворца был также покрыт кольцами круговых узоров, напоминающих круги стражей, защищающих гигантский нефритовый котел для изготовления пилюль, расположенный в центре дворца. Высота котла составляла более 2 метров, у него было 3 ножки и пара ручек, как и у большинства стандартных котлов для изготовления пилюль. Котел выглядел так, как будто был выкован из нефрита, но на самом деле это было не так. Внутри котла бушевало обжигающее пламя, но снаружи не ощущалось никакого жара, и это было явным свидетельством его изоляционных свойств. Кроме того, вокруг котла, среди множества духовных узоров, были выгравированы 9 извивающихся драконов, выглядевших чрезвычайно реалистично. Все они раскрыли пасти вверх, целясь в статую трёхновой золотой вороны, расположенную на крышке котла. Хань Ли сосредоточил свой взгляд на статуе золотой вороны с помощью своих глаз духовного прозрения и заметил, что от ее 3 ног, соединенных с крышкой котла, к котлу тянулись струйки белого света. Внезапно золотой вихрь вверху значительно посветлел, и грозная серебряная капля упала с неба, ударившись о крышу Золотого дворца. Мгновенно вспыхнула обширная пелена ослепительного серебряного света, и во все стороны разлетелись дуги серебряных молний, затопив весь Золотой дворец под оглушительный грохот. При виде этого выражения лиц всех присутствующих резко изменилось, и они бросились назад, а Золотой дворец резко просел, как будто на него обрушилась гора, вдавив его в землю. Однако, сразу же после этого все руны на поверхности дворца засветились, и мощная волна золотого света хлынула наружу, чтобы сплестись с обширным морем серебряных молний вверху. Весь Золотой дворец напоминал сияющее золотое солнце, и в то же время золотой свет распространялся от центра крыши вдоль стропил, чтобы смягчить чудовищную силу, обрушившуюся на него. Тем не менее, столб серебряного света все же смог пробить крышу прямо по центру и ударить по котлу для изготовления пилюль. Раздался глухой удар, и все руны, выгравированные на полу внутри дворца, засветились в быстрой последовательности. Сразу же после этого из-под земли поднялись слои золотых световых барьеров, собирая струйки золотого света и направляя их в котел для изготовления пилюль. В глазах 9 драконов, выгравированных на котле, появился яркий золотой свет, а из их пастей вырвались столбы белого света, сходящиеся со всех сторон, чтобы столкнуться со столпом серебряного света. Тем временем Хань Ли с изумлением наблюдал за всем этим извне дворца. То, что бессмертный повелитель Адского Мороза сумел построить этот дворец высшего зенита и заставить его работать с помощью марионеток, было чрезвычайно впечатляющим. Эти марионетки были способны не только самостоятельно собирать ингредиенты, но и изготавливать то, что явно было пилюлями да. Самым невероятным было то, что этот Золотой дворец был способен противостоять пилюльной скорби, и это было непостижимо для Хань Ли. Неужели этот старый даос действительно был непревзойденным гением, как он сам утверждал? Выйдя из той тайной области, Хань Ли полностью запечатал фрагмент души, принадлежавший самопровозглашенному бессмертному повелителю Адского Мороза, впитающую душу курильницу, чтобы полностью отрезать его от внешнего мира. Сейчас он подумывал о том, чтобы снять ограничения, чтобы иметь возможность общаться с фрагментом души. Внезапно голос даоса Хуяня вырвал его из раздумий. Пилюльная скорбь вот-вот закончится. Будь готов, и действительно, серебряные молнии, бушующие над потолком дворца, постепенно начали стихать, из Золотого дворца поднимались слабые клубы дыма, а в воздухе витал запах гари. Однако, весь дворец сиял еще ярче, чем до пилюльной скорби. «Вперед!» — крикнул кто-то, и все присутствующие немедленно бросились во дворец. К этому моменту столб серебряного света внутри дворца уже исчез, но золотые световые барьеры все еще стояли, защищая котел для изготовления пилюль со всех сторон. Хань Ли окинул взглядом внутреннее убранство дворца и обнаружил, что по обеим сторонам дворца располагались серые каменные статуи, каждая из которых держала в руках различное оружие. Они стояли совершенно неподвижно, но от их тел исходили колебания духовной силы, и они явно были марионетками.
Позади котла для изготовления пилюль находилась платформа, возвышавшаяся над землей примерно на метр, на которой стояло большое золотое кресло с выгравированными на нем драконами и фениксами, что придавало ему очень помпезный вид. На кресле восседал мужчина средних лет, одетый в темно-зеленое даосское одеяние. Его руки покоились на подлокотниках кресла, а глаза были закрыты. Одна нога была закинута на другую, и он опирался на спинку кресла, что придавало ему довольно беззаботный вид, несколько не соответствующий его красивой внешности. Все были очень удивлены, увидев это, и немедленно приготовились к бою, но через мгновение обнаружили, что мужчина средних лет, похоже, был не более чем трупом, лишённым всякой жизнеспособности. Однако, это было не совсем так, поскольку его грудь слегка поднималась и опускалась в ритмичном темпе, как будто он дышал, и он выглядел как живой труп. В этот момент из верхушки котла поднялось небольшое пятицветное облако, и из драконов, выгравированных на котле, тот, что был обращен к вратам дворца, внезапно на мгновение вспыхнул серебряным светом, после чего из его пасти вылетела серебряная пилюля размером с лонган. С появлением пилюли невероятно сильный лекарственный аромат мгновенно распространился по всему дворцу. Все присутствующие немедленно обратили свое внимание на пилюлю с жадным блеском в глазах. «Подождите, товарищи даосы. Эти золотые кольца образуют защитную формацию для котла, и если мы бросимся вперед опрометчиво, весь котел с пилюлями может быть разрушен», — крикнул Ло Цинхай. «Пилюля уже сформирована, кого волнует, будет ли разрушен котел?» Возразила пожилая женщина из расы Темного Юга, готовясь сделать шаг вперед, но из-под земли внезапно поднялся синий световой барьер, преграждая ей путь. Неужели, наконец, пришло время сразиться? Я жаждал этого все это время. Усмехнулся пожилой мужчина. Хань Ли и Даос Хуянь обменялись взглядами, и они также немедленно направили свою бессмертную духовную силу. Внезапно во дворце воцарилась очень напряженная атмосфера. Глава 492. Дворец высшего зенита. Давайте сохранять спокойствие и будем цивилизованными, товарищи даосы. Я вмешиваюсь не потому, что хочу помешать вам бороться за пилюлю, я просто не хочу, чтобы остальные 8 пилюль высшего зенита были уничтожены ради этой одной, поспешно объяснил Ло Цинхай. А вы хотите сказать, что в этом котле целых 9 пилюль высшего зенита? Спросил Фэн Тяньду, подняв бровь. Верно. Если я не ошибаюсь, этот котел для изготовления пилюль должен быть котлом 9 драконов, держащих жемчуг, невероятным котлом, который всегда производил 9 пилюль за раз, по одной из пасти каждого дракона. Однако, пилюли не появятся все сразу, поэтому мы должны подождать, пока все 9 будут готовы, объяснил Ло Цинхай. Теперь, когда вы упомянули об этом, я тоже вспоминаю, что слышала об этом котле. Говорят, что бесчисленное количество лет назад одна всемогущая фигура собрала множество ценных природных сокровищ царства истинных бессмертных, а также души истинных духов, чтобы создать котел для изготовления пилюль невероятной силы, и он содержит некую силу закона, которая позволяет ингредиентам для пилюль соединяться друг с другом более гармонично. Я, конечно, не ожидала увидеть его здесь, задумчиво произнесла пожилая женщина. Услышав это, выражение лиц всех присутствующих слегка смягчилось, но в их глазах появился намек на жадность, когда они обратили свое внимание на котел для изготовления пилюль. Тогда возникает другая проблема. Нас здесь сейчас 10 человек, а пилюль высшего зенита всего 9, так как же мы будем их делить? Задумчиво произнес Фэн Тяньду. Как только этот вопрос был поднят, все присутствующие снова напряглись. Это не проблема. Я уже говорил, что вошел в бессмертное поместье Адского Мороза только для того, чтобы расширить кругозор своих учеников, и эта цель уже достигнута. В свете этого наш дворец Небесного Потока претендует только на одну пилюлю, чтобы все было справедливо, с улыбкой сказал Ло Цинхай. Все были очень удивлены и сбиты с толку, услышав это. В этот момент золотые световые барьеры вокруг котла для изготовления пилюль внезапно исчезли, и из-за котла неожиданно вышла золотая человекоподобная марионетка, затем протянула руку, чтобы схватить серебряную пилюлю, вылетевшую из пасти дракона, после чего развернулась и направилась к большому золотому креслу. Все были весьма озадачены, увидев это, но все же последовали за золотой марионеткой. В этот момент внезапно появилось грозное облако черного тумана, которое волной нахлынуло на всех присутствующих. Все почувствовали, как будто их засосало в чрезвычайно вязкое болото, и не только их подвижность была значительно затруднена, но даже циркуляция их бессмертной духовной силы значительно замедлилась. То же самое произошло и с Хань Ли, но силы закона времени в его теле никак не пострадали. Над его телом появился яркий лазурный свет, когда он направил свои силы закона времени, чтобы вытеснить окружающий черный туман, и, обернувшись, он обнаружил, что источником вязкого черного тумана был никто иной, как Фэн Тяньду.
Из его тела вырывались клубы черной ци, образуя черный духовный домен, который заманил всех внутрь. Черный духовный домен был чрезвычайно плотным, но не очень большим, он охватывал менее половины дворца, поэтому не задевал золотую формацию вокруг котла для изготовления пилюль. Увидев это, глаза Хань Ли слегка сузились. Во время той битвы между Фэн Тяньду и Сяо Цзиньханем за пределами Дворца Высшего Зенита, духовный домен, который он высвободил, был далеко не таким грозным, как этот, поэтому было ясно, что он намеренно скрывал свою истинную силу. В редком проявлении враждебности, дружелюбная улыбка на лице Ло Цинхая исчезла, и он гневно крикнул, что это значит, Фэн Тяньду. «Ты намерен забрать все пилюли Высшего Зенита себе». Сразу же после этого вокруг него возник вихрь сияющего синего света, который непрерывно вращался, расширяясь наружу, образуя синий духовный домен в мгновение ока. Внутри всего духовного домена бурлили бесчисленные проекции буйных волн, и хотя он уступал черному духовному домену Фэн Тяньду, разрыв был не таким уж значительным. Перед лицом накатывающих синих волн черный духовный домен немного рассеялся. В то же время Даос Хуянь и пожилая женщина из расы Темного Юга также высвободили свои огненные духовные домены, и объединенная мощь 3 духовных доменов мгновенно смогла отразить большую часть мощи черного духовного домена. В результате давление на остальных присутствующих золотых бессмертных значительно уменьшилось, и они немедленно призвали ряд бессмертных сокровищ, чтобы обрушить шквал атак на Фэн Тяньду. Хань Ли также призвал зеленый бамбуковый меч облачного роя, который резко увеличился в размерах, прежде чем устремиться к Фэн Тяньду вместе со всеми остальными бессмертными сокровищами. Хотя Хань Ли воздержался от высвобождения истинной мощи своего зеленого бамбукового меча облачного роя, он ничуть не уступал всем остальным бессмертным сокровищам. На лице Фэн Тяньду появилась холодная улыбка, когда он взмахнул рукавом в воздухе, и из его тела вылетело 16 толстых черных цепей. Все цепи были усеяны бесчисленным множеством крошечных полупрозрачных рун различной формы и вида, и от них исходили чрезвычайно грозные колебания силы закона. Фэн Тяньду высвобождал эти цепи в прошлом, но, как и в случае с его духовным доменом, эти цепи были гораздо более грозными, чем те, которые он демонстрировал ранее. 16 цепей засияли ослепительным черным светом, проносясь по окрестностям, и раздалась серия оглушительных грохотов, когда все приближающиеся бессмертные сокровища были отбиты цепями. Как только появились 16 черных цепей, весь черный духовный домен немедленно начал пульсировать и хаотично вспыхивать, быстро становясь все более плотным и грозным. В результате 3 противостоящих духовных домена были быстро подавлены, а ограничивающая сила черного духовного домена значительно возросла, когда он охватил всех окружающих золотых бессмертных. Все почувствовали, как будто на них давит гигантская гора, и им стало чрезвычайно трудно двигаться. «Твой духовный домен тоже достиг стадии духовной формы», — воскликнул Ло Цинхай. Сразу же после этого над его телом вспыхнул яркий синий свет, и он полетел в определенном направлении, а все остальные, увидев это, также быстро разлетелись в разные стороны. Благодаря той битве против Сяо Цзиньханя, все они испытали на себе, насколько грозным был духовный домен стадии духовной формы, и, что еще хуже, духовный домен Фэн Тяньду, казалось, был гораздо более грозным, чем у Сяо Цзиньханя. Единственным лучом надежды было то, что Фэн Тяньду держал свой духовный домен очень маленьким, чтобы не задеть ограничения вокруг котла для изготовления пилюль, поэтому вылететь из духовного домена не составило бы труда. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы вернуть свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, а затем улетел вдаль, излучая сияющий золотой свет. В то же время он направлял свои силы закона времени в свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя, и из меча вырвались дуги золотых молний, обрушившиеся на черный духовный домен впереди. В этот момент Цзинь Тун вылетела из его тела, а затем в мгновение ока превратилась в золотого жука размером с мельничный жернов. Одним взмахом 2 передних лап она выпустила шквал полупрозрачных полос света. Перед лицом объединенной мощи Хань Ли и Цзинь Тун в черном духовном домене впереди образовался пролом, и они немедленно полетели к отверстию. «Вам не уйти!» Холодно фыркнул Фэн Тяньду, сделав знак рукой, и во вспышке черного света вокруг его тела появилась пара черных цепей. Это были не что иное, как 2 цепи законов, разделяющих источник, которые он запечатал. Увидев это, выражение лица Хань Ли резко изменилось, и он немедленно попытался уклониться, но было уже слишком поздно. Пара черных цепей выстрелила вперед, как молния, затем обернулась вокруг него и Цзинь Тун, полностью обездвижив их обоих. С появлением этих 2 цепей законов, разделяющих источник, весь духовный домен снова начал пульсировать, становясь еще более плотным. В этот момент все 16 черных цепей вокруг Фэн Тяньду выстрелили вперед в унисон, а затем в мгновение ока растворились в воздухе. В следующий момент бесчисленные черные цепи появились по всему черному домену, и они переплелись друг с другом, образовав в мгновение ока клетку из цепей, заманив всех внутрь.
каждый человек был опутан несколькими цепями, и они были похожи на мух, попавших в паутину. Ло Цинхай был связан черными цепями, как и все остальные, но он сохранял спокойствие и хладнокровие, когда сказал: «Я не думал, что твой духовный домен уже достиг стадии духовной формы, но ты никак не сможешь поддерживать этот духовный домен долго, прежде чем исчерпаешь все свои силы закона. Не падайте духом, друзья даосы». Пока он говорил, из всего его тела вырвался яркий синий свет, и внутри синего света появились бесчисленные проекции синих волн, сталкивающиеся с окружающим черным светом. Эти цепи законов, разделяющих источник, могли запечатать их бессмертную духовную силу, но не могли полностью запечатать их силы закона. Все остальные золотые бессмертные также обрели спокойствие, услышав это, и начали высвобождать свои соответствующие силы закона, чтобы противостоять черным цепям, в результате чего клетка из черных цепей начала непрерывно дрожать и греметь. В результате цвет лица Фэн Тяньду слегка побледнел, но затем он холодно фыркнул, прежде чем из своего рта выпустить шарик кровяной эссенции размером с яйцо. Сразу же после этого, по его велению, несколько капель кровяной эссенции влетели в каждую черную цепь в духовном домене. С этой инъекцией кровяной эссенции клетку из черных цепей охватили вспышки черного света, и она постепенно стабилизировалась. Что касается Сяо Цзиньханя, он смог поднять свой духовный домен до стадии духовной формы, используя только те 5 каменных колонн. Из-за того, что в игру вступала внешняя помощь, его духовный домен был немного слабее, чем обычный духовный домен стадии духовной формы, но в то же время это также делало духовный домен менее утомительным для поддержания. Напротив, Фэн Тяньду высвобождал этот духовный домен стадии духовной формы исключительно за счет собственной силы, и он сталкивался со столькими золотыми бессмертными сразу, поэтому это было чрезвычайно утомительно как для его бессмертной духовной силы, так и для его сил закона. Все вы — важные фигуры в нашем северном ледниковом регионе бессмертных, и сегодня вы станете свидетелями моего восхождения на стадию высшего зенита. За это я дарую всем вам быструю и безболезненную смерть», — объявил Фэн Тяньду, продолжая поддерживать свой духовный домен. «Ты размечтался, Фэн Тяньду. Даже если мне придется пожертвовать всей своей базой совершенствования здесь, я не позволю тебе сделать это», — проревел Ло Цинхай разъяренным голосом. В то же время он также извергнул изо рта глоток кровяной эссенции, чтобы поддержать свой духовный домен, затратив на это грозное количество силы, и черный свет на поверхности клетки из черных цепей снова начал хаотично вспыхивать. «Товарищи даосы, пилюли высшего зенита прямо перед нами. Неужели мы просто будем смотреть, как Фэн Тяньду заберет их все себе? Лично я, конечно, не буду просто стоять в стороне и позволять ему делать то, что ему заблагорассудится. Наша раса Темного Юга будет сражаться с сектой падающей зари до смерти», — крикнула пожилая женщина. Все остальные немедленно тоже пришли в движение, удвоив усилия, чтобы освободиться из черной клетки. Глава 493. Перехват пилюль. «Я задержу их здесь, а ты захвати пилюли высшего зенита», — сказал Фэн Тяньду Цитянся, не обращая внимания на остальных золотых бессмертных. «Старший брат, почему бы нам не убить этих людей сначала, а потом не торопясь взять пилюли?» — предложил Цитянся через голосовую передачу, и в его глазах сверкнула холодная искра. «Давай сначала возьмем 1-2 пилюли высшего зенита. Хоть эти люди и пойманы в ловушку, убить их всех будет непросто. Нужно сначала позаботиться о пилюлях», — ответил Фэн Тяньду. Цитянся кивнул в ответ и тут же бросился к золотой марионетке. В этот момент золотая марионетка была уже довольно далеко, не более чем в 3 километрах от большого золотого кресла на возвышении. Цитянся взмыл в воздух, взмахнул рукавом и выпустил полосу серого света, в которой находился серый летающий меч. Летающий меч засиял ярким серым светом, затем внезапно превратился в десятки нитей серого света, которые одновременно устремились к золотой марионетке. Однако, как раз в этот момент золотые узоры на земле засветились, и из-под земли вырвался столб белого пламени, образовав огненную стену перед нитями серого света. От стены белого пламени хлынула волна палящего жара, искажая и искривляя окружающее пространство. Как только нити серого света соприкоснулись с белой огненной стеной, они мгновенно сгорели дотла. Увидев это, Цитянся слегка изменился в лице и тут же остановился. Тем временем золотая марионетка, казалось, не замечала происходящего и продолжала идти к золотому креслу. Цитянся перевел взгляд на мужчину средних лет, сидящего на золотом кресле, и его внезапно осенила мысль. Может быть, марионетка собирается предложить пилюлю высшего зенита этому живому трупу. С этой мыслью в его глазах вспыхнул тревожный огонек. Кто знает, что произойдет, если пилюля попадет в руки этого живого трупа?
Разъедающие законы, которыми он овладел, естественно, были в некоторой степени подавлены пламенем такого рода, но, похоже, у него не было выбора, кроме как пробиваться силой. Все это время золотая марионетка приближалась к золотому креслу. 120 метров, 105 метров, 90 метров, на лбу Цитянсия выступили крупные капли пота, мысли лихорадочно метались. Внезапно он положил руку на пояс, и в его руке, во вспышке белого света, появилось белое кольцо. В его глазах мелькнула гримаса боли, когда он одной рукой бросил белое кольцо в воздух, а другой быстро сложил рунную печать. Кольцо мгновенно начало излучать ослепительный белый свет, быстро увеличиваясь в размерах в несколько раз, и из него в безумии вырывались бесчисленные руны. Свет также начал сходиться в центре кольца, мгновенно образуя белый вихрь, из которого исходили потоки пространственной энергии. Тем временем все культиваторы снаружи дворца высшего зенита уже расселись по своим местам. Каменные врата оставались открытыми, и ослепительный белый свет изнутри был невыносимо ярким. Время от времени кто-нибудь из совершенствующихся бросал взгляд на белые каменные врата с жадностью в глазах, но никто не осмеливался нарушить приказ. Вскоре после того, как Хань Ли и остальные вошли в каменные врата, на место прибыли остальные культиваторы Дворца Небесного Потока во главе со светлокожим ученым. После некоторого обсуждения все пришли к временному соглашению, и если кто-либо из культиваторов попытается войти во Дворец Высшего Зенита, он будет немедленно атакован всеми остальными. Из всех присутствующих культиваторов самым грозным составом обладал Дворец Небесного Потока, который включал 4 золотых бессмертных. Кроме того, в их рядах было несколько истинных бессмертных. На втором месте была секта Падающей Зари, в которой было 3 золотых бессмертных. Кроме них, оставались только Юнни и еще один из лордов Да, Пылающего Дракона, и они стояли вместе, образуя треугольник с силами Дворца Небесного Потока и секты Падающей Зари. Как раз в этот момент 2 золотых бессмертных секты Падающей Зари обменялись взглядами, и один из них внезапно предложил: «Товарищи даосы, не думаю, что люди, находящиеся внутри, скоро выйдут, и сидеть сложа руки — пустая трата времени. В этом горном хребте могут быть и другие сокровища, так почему бы нам не оставить здесь несколько человек, а остальным отправиться на поиски?» Услышав это, на лицах всех присутствующих появилось странное выражение. Им было приказано стоять здесь на страже, и это была их первостепенная задача, поэтому они никак не могли сейчас отправиться куда-то бродить. «Неинтересно», — сказал светлокожий ученый из Дворца Небесного Потока. «Если хотите, идите сами». Юнни и Золотой Бессмертный Пылающего Дракона ничего не сказали, но было ясно, что они тоже не собираются уходить. «Как вам будет угодно». «В таком случае мы пойдем сами», — сказал Золотой Бессмертный секты Падающей Зари, затем встал вместе с другим Золотым Бессмертным, и они вдвоем улетели вдаль, быстро исчезнув из виду. Юнни нахмурилась, наблюдая за их уходом. Как только они вылетели за пределы духовного восприятия остальных, они немедленно остановились, а затем спустились на землю в укромном месте. Там один из Золотых Бессмертных перевернул руку, доставая белое кольцо, и они вдвоем вложили в кольцо ряд рунных печатей, после чего оно начало быстро увеличиваться, излучая вспышки белого света. Вскоре внутри кольца появился белый вихрь, и они немедленно влетели в него. После того, как оба влетели в белое кольцо, на его поверхности мгновенно появилось бесчисленное множество трещин, и оно раскололось, распавшись на белые искры. Внутри Дворца Высшего Зенита Цитянсия парил в воздухе, складывая ручную печать, и из белого кольца перед ним вырвались 2 полосы света, которые рассеялись, явив пару Золотых Бессмертных, которых видели ранее. Увидев это, выражение лиц Хань Ли и остальных слегка помрачнело. После прибытия 2 Золотых Бессмертных на этом белом кольце также появилось бесчисленное множество трещин, и оно раскололось. 2 Золотых Бессмертных были весьма удивлены увиденным, и оба сложили кулаки в приветствии: «Приветствуем, мастер секты, великий старейшина. Не нужно церемоний. Я телепортировал вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь, чтобы с помощью хаоса Солнца и Луны прорваться через эту стену огня», — сказал Цитянсия. 2 Золотых Бессмертных знали, что ситуация не терпит отлагательств, поэтому не стали задавать лишних вопросов и немедленно разошлись, после чего начали читать заклинания, и их тело окутало черно-белым светом. И черный, и белый свет излучали потоки колебаний закона, и Хань Ли был весьма заинтригован этим. Он чувствовал, что эти 2 волны колебаний закона были очень необычными и совершенно отличались от 5-элементных законов, с которыми он был знаком. Колебания силы закона, исходящие от белого света, были сияющими, как солнце, в то время как колебания силы закона черного света были темными и мрачными, но нисколько не холодными и не зловещими. Может быть, это законы, связанные с инь и ян, предположил Хань Ли.
Как раз в этот момент в его сознании внезапно раздался голос Цзиньтун. «Дядя, ты ведь на самом деле не попал в ловушку этих цепей, верно?» Он обернулся и обнаружил, что Цзиньтун все еще изо всех сил пытается освободиться, и ее острые когти сверкают золотым светом, яростно рубя черные цепи. Однако эти черные цепи были необычайно прочными, делая ее попытки совершенно бесполезными, поэтому она могла лишь беспомощно смотреть на Ханьли. Ханьли бросил на Цзиньтун многозначительный взгляд, но не ответил. Цзиньтун обрадовалась, увидев это, и немедленно сказала: «Значит, у тебя есть способ разорвать эти цепи. Скорее освободи меня, и я пойду убью этого старого зомби, тише. Сейчас ситуация очень неясная, поэтому мы должны подождать», поспешно сказал Ханьли через голосовую передачу. Хотя его бессмертная духовная сила была ограничена этими цепями законов, разделяющих источник, он все еще мог использовать свои силы закона времени, поэтому разорвать эти цепи было не невозможно, но сейчас было неподходящее время для этого. Пока Ханьли и Цзиньтун общались, двое золотых бессмертных секты падающей зари издали общий низкий рев, и черно-белый свет вокруг них немедленно устремился к стене огня в виде двух столбов света, одного черного и одного белого. Черно-белые столбы света переплелись друг с другом, а затем быстро слились в единый черно-белый вихрь. Пока двое золотых бессмертных продолжали быстро складывать ручные печати, две вспышки силы закона также слились воедино. Черно-белый вихрь мгновенно значительно увеличился в размерах, в то время как две вспышки силы закона также одновременно усилились примерно вдвое и с грозной силой обрушились на стену огня. Ханьли впервые видел, как две совершенно разные силы закона могут усиливать друг друга, и это его очень заинтриговало. В то же время его осенило прозрение, как будто он только что уловил ключевой момент, касающийся использования сил закона, но в этой ситуации он не мог долго размышлять над этой мыслью, поэтому ему придется медленно исследовать ее в другой раз. Черно-белый вихрь стремительно вращался, стена огня бурлила, и потоки палящего пламени устремлялись к черно-белому вихрю, как будто обладали собственным разумом, пытаясь сжечь вихрь. Однако вихрь становился только ярче, быстро входя в стену огня. Несколько секунд спустя черно-белый вихрь смог пробить стену огня насквозь, открыв черно-белый проход. В этот момент золотая марионетка была уже не более чем в 15 метрах от возвышения. Ци Тянься немедленно метнулся через черно-белый проход полосой серого света, устремившись к золотой марионетке, как молния. Затем он взмахнул рукавом, выпустив тот же серый нефритовый скипетр, что и раньше, и тот в мгновение увеличился до размеров дома. Вокруг скипетра клубился плотный серый туман, и в тумане были разбросаны бесчисленные серые руны, когда скипетр обрушился на золотую марионетку. Тем временем двое других золотых бессмертных секты, падающей зари, также пролетели через черно-белый проход, а затем набросились на золотую марионетку. В то же время оба открыли рты и выпустили две полосы света, одну белую и одну черную, в которых находилась пара больших треугольных флагов. Один флаг был белоснежного цвета с вышитым в центре пылающим солнцем и излучал ослепительный белый свет, в то время как другой флаг был черным, как смоль, с вышитой на нем луной, излучая слабое сияние, которое было более тонким и глубоким. Они вложили в пару флагов ряд рунных печатей, и те мгновенно превратились в два огромных шара света. Внутри одного из шаров света парило солнце, а внутри другого — луна, и оба излучали грозную ауру. Два шара света издавали громоподобный гул, устремляясь к золотой марионетке с обеих сторон. Глава 494. Уничтожены. Увидев это, золотая марионетка резко обернулась, чтобы посмотреть на своих нападающих с деревянным выражением лица, и яркий золотой свет появился над ее телом вместе с серией золотых молниеносных прожилок. Раздался громкий треск, когда появились толстые дуги золотой молнии. Внутри дуг молнии танцевало бесчисленное множество рун молнии, и они давали грозные колебания силы закона. Сразу же после этого золотая марионетка подняла руку, прежде чем нанести мощный удар, и толстый разряд золотой молнии вырвался вперед, прежде чем ударить по серому нефритовому скипетру. Раздался оглушительный грохот, когда нефритовый скипетр яростно задрожал, а затем кувырком полетел назад по воздуху. Плотный серый туман, который он испускал, был разорван золотой молнией, и духовный свет, который он излучал, также был немного рассеян, указывая на то, что его духовная природа была повреждена. Золотая марионетка также яростно задрожала, и только после того, как сделала несколько шагов назад, ей удалось стабилизироваться. В то же время золотая молния, бушевавшая над ее телом, также значительно потускнела. Два золотых бессмертных секты падающей зари были в восторге, увидев это, и два гигантских шара света мгновенно превратились в две массивные руки по их велению, одну черную и одну белую, прежде чем схватили золотую марионетку. Прямо в этот момент две серые человекоподобные фигуры внезапно присоединились к золотой марионетке, как призраки.
Как оказалось, две из серых статуй, стоявших по обе стороны дворца, внезапно ожили, и желтые духовные узоры появились на всем их теле. Две статуи излучали сияющий желтый свет, который перемежался с вспышками грозных колебаний силы закона, и каждая из них владела парой желтых сабель, которыми они рассекали воздух. Две пары гигантских проекций желтых сабель пролетели по воздуху, пересекаясь друг с другом, образуя пару грозных крестов. Зазубренные края появились на краях проекций сабель, придавая им угрожающий вид, и они излучали невероятно тяжелые колебания силы закона, которые заставляли все пространство на их пути скручиваться и сильно деформироваться. Раздались два оглушительных грохота, когда пара гигантских рук была уничтожена, превратившись обратно в пару больших флагов, которые полетели обратно по воздуху. Между тем, две серые статуи оставались совершенно неподвижными, как пара неподвижных гор. Трио Цитянсия было ошеломлено, увидев это, как и Хань Ли, и остальные. Прямо в этот момент все серые статуи по обе стороны дворца выстрелили одновременно, приземлившись в центре дворца. В общей сложности их было от 40 до 50, и они мгновенно окружили трио Цитянсия. Нарушители должны быть уничтожены. Прорычали статуи в унисон жутким голосом, напоминающим скрежет металла о металл. Мощные звуковые волны распространялись по воздуху во всех направлениях, заставляя весь дворец гудеть и дрожать. Звуковые волны сходились со всех сторон, и в воздухе появились ряби, видимые даже невооруженным глазом, затопляя трио Цитянсия. Они тут же начали неконтролируемо дрожать, а на их лицах появилось болезненное выражение. Прямо в этот момент от десятков серых статуй начал излучаться яркий желтый свет, и желтый свет быстро соединился, образуя гигантскую проекцию желтой доски для игры в Го вокруг трех золотых бессмертных в мгновение ак. Каждая линия на проекции доски для игры в Го излучала чрезвычайно тяжелые колебания силы закона, и эти колебания накладывались друг на друга. Окружённые проекцией доски для игры в Го, трио Цитянсия мгновенно почувствовала, как будто на них давят бесчисленные горы, и даже с их силами стадии золотого бессмертного они были полностью обездвижены. Успешно заманив трио в ловушку, десятки марионеток одновременно взмахнули своими клинками по воздуху, обрушив шторм из проекций сабель и мечей. В то же время все золотые узоры на земле резко засветились, выпустив вспышки белого пламени, которые мгновенно затопили всю проекцию доски для игры в Го, превратив ее в море пламени. Волны палящего жара распространялись во всех направлениях, заставляя близлежащее пространство мерцать и деформироваться, и даже Хань Ли и остальные вдали чувствовали сильную жару. Все это произошло в мгновение ак, и Хань Ли и остальные были поражены тем, что они видят, но в их выражениях не было недостатка в злорадстве. «Слава небесам, ты не освободил меня, дядя. Здесь гораздо безопаснее, чем там», сказала Цзиньтун с оттенком затянувшегося страха в голосе. Хань Ли не ответил, и было неясно, о чем он думает. Между тем, выражение лица Фэн Тяньду значительно помрачнело, и он хотел помочь своим союзникам, но он никак не мог уйти после того, как высвободил эту клетку из цепей. Глядя на море пламени перед собой, в его сердце поднялась волна раскаяния. Если бы он знал, что здесь есть такие грозные ограничения и марионетки, то позволил бы Ло Цинхаю и остальным сначала проверить все. Однако, из-за своей жадности он настроил всех против себя, и больше не было никакой возможности для мирного урегулирования. Более того, им также пришлось иметь дело с этими ограничениями и марионетками, и они действительно оказались между молотом и наковальней. Прямо в этот момент одна часть моря огня слегка заколыхалась, и полоса серого света выстрелила наружу, прежде чем приземлиться возле врат дворца, чтобы показать Цитянсия. В этот момент все его тело было обуглено черным, и большая часть его волос также была сожжена. Цвет лица был чрезвычайно бледным, и из уголков губ стекала кровь, придавая ему очень жалкий вид. Приземлившись на землю, Цитянсия сделал несколько шагов, прежде чем стабилизироваться, и в его глазах появился намек на тревогу и ужас. Между тем, море белого пламени начало быстро отступать, и вскоре оно полностью исчезло в земле. Вскоре после этого два больших флага упали на землю, но духовный свет, исходящий от них, полностью исчез, указывая на то, что они также были серьезно повреждены. Что касается двух других золотых бессмертных секты падающей зари, то их нигде не было видно, и было ясно, что их тело, зарождающиеся души и даже их сокровища были сожжены белым пламенем, в то время как осталась только пара стойких бессмертных сокровищ. Выражение лица Фэн Тяньду стало еще мрачнее, увидев это. Хань Ли и остальные также были поражены силой этого белого пламени. Вскоре желтый свет, излучаемый десятками серых статуй, также потускнел, как и проекция желтой доски для игры в Го. Серые статуи затем повернулись и направились обратно на свои исходные места, прежде чем снова замереть, и как будто ничего не произошло. Между тем, золотая марионетка продолжала шагать вперед, и она быстро подошла к золотому креслу, после чего серебряная пилюля вылетела из ее руки и попала в рот живого трупа.
Все могли только наблюдать, как пилюля скатилась в желудок живого трупа, после чего над его телом быстро появился слой нежного зеленого света. Через несколько секунд зеленый свет потускнел, и аура живого трупа слегка поднялась. Хань Ли и остальные были очень удивлены, увидев это. Прямо в этот момент еще один из драконов, выгравированных на котле для изготовления пилюль, открыл пасть, чтобы выпустить вспышку пятицветного света. Почти в тот же момент еще один дракон сделал то же самое, и над дворцом снова быстро образовалось обширное золотое облако, а затем превратилось в закрученный золотой вихрь. Ужасающая аура, которая была еще более грозной, чем у предыдущей пилюльной скорби, вырвалась из золотого вихря, и все присутствующие были мгновенно поражены удушьем, как будто на их груди лежал грозный камень. Грозное давление воздействовало на весь духовный домен Фэн Тяньду, поэтому он был тем, на кого это повлияло сильнее всего. Он почувствовал, как будто ему нанесли сильный удар в грудь, и цвет его лица мгновенно побледнел, а его духовный домен также начал рябить. Ло Цинхай немедленно воспользовался этой ситуацией, когда над всем его телом возник сияющий синий свет, образуя бесчисленные синие волны, которые с грозной силой обрушились на черный духовный домен. В духовном домене образовалось отверстие, и рядом с рукой Ло Цинхая появилась капля синего света, прежде чем выстрелить из отверстия, как молния, исчезнув из виду в мгновение ока. Фэн Тяньду немедленно обернулся и взмахнул обоими рукавами по воздуху, выпустив 2 шара черного света с бесчисленными рунами, вспыхивающими внутри них. 2 шара черного света быстро слились с духовным доменом, мгновенно стабилизируя ее, в то время как отверстие, созданное Ло Цинхаем, было исправлено. В то же время вспышки черного света сходились, чтобы снова подавить синий свет вокруг Ло Цинхая. На лице Ло Цинхая мелькнула холодная улыбка, когда он начал делать ряд ручных печатей, одновременно произнося заклинание, и синий свет вокруг его тела образовал световой барьер с бесчисленными проекциями волн, вспыхивающими на его поверхности. «Что ты только что сделал, Ло Цинхай?» — спросил Фэн Тяньду холодным голосом. Ло Цинхай не ответил, продолжая делать больше ручных печатей, и синий световой барьер вокруг него становился все ярче и ярче. Он не мог удержать цепи законов, разделяющих источник, но весь окружающий черный свет был сдержан. Холодный взгляд мелькнул в глазах Фэн Тяньду, но прежде чем он успел что-либо сделать, изнутри золотого вихря появились 2 вспышки серебряного света, похожие на капли воды. Дуги молнии непрерывно вспыхивали над вспышками серебряного света, которые затем снизились, чтобы упасть на крышу Золотого дворца. Обширное пространство ослепительного серебряного света мгновенно окутало весь Золотой дворец, и все руны, которые усеяли дворец, мгновенно засветились снова, выпуская ослепительный золотой свет, чтобы сдержать серебряный свет. Сочетание серебряного и золотого сияния было настолько ярким, что все временно ослепли. Между тем, вход в каменные врата в центре долины внезапно на мгновение вспыхнул, после чего полоса синего света вылетела изнутри, прежде чем разбиться, образовав синий световой экран. Выражения лиц всех присутствующих слегка изменились, когда они увидели это, и они встали. Синий световой экран на мгновение заколыхался, после чего на его поверхности появилось четкое изображение, изображающее сцену, во время которой 2 золотых бессмертных секты падающей зари влетели во дворец. Эти ублюдки. Они сказали, что собираются исследовать горный хребет, но на самом деле пробрались во дворец, секта падающей зари нарушила соглашение, все в долине были в ярости, и они коллективно повернулись к единственному оставшемуся культиватору секты падающей зари, пожилому золотому бессмертному с круглым телосложением. Пожилой мужчина, казалось, был готов к такому повороту событий, и он немедленно развернулся, как волчок, а затем улетел вдаль, шаром лазурного света. Все присутствующие смотрели с нахмуренными бровями, но никто не отправился в погоню за ним. Спустя несколько мгновений все снова обратили свое внимание на вход перед собой, а затем начали обмениваться взглядами друг с другом. Глава 495. Время действовать. Товарищи даосы, секта падающей зари нарушила договор, так что мы тоже можем его игнорировать. Провозгласил золотой бессмертный езда пылающего дракона, а затем немедленно взмыл в воздух, как будто опасаясь, что культиваторы Дворца Небесного Потока попытаются его перехватить, и исчез в каменных вратах в мгновение ока. Юнь не бросила взгляд на 4 культиваторов Дворца Небесного Потока, а затем тоже пролетела сквозь каменные врата, как полоса серебряного света. Культиваторы Дворца Небесного Потока не стали ее останавливать. Таким образом, снаружи остались только культиваторы Дворца Небесного Потока, и они обменялись взглядами друг с другом, а затем сложили ряд ручных печатей, чтобы бросить цепочку рунных печатей в синий световой экран. В тот же момент, когда появился синий световой экран, они получили секретное сообщение от Ло Цинхая через голосовую передачу. Световой экран слегка заколыхался, а затем быстро сжался, превратившись в синюю дверь из света. «Продолжайте охранять вход», — сказал светлокожий ученый,
повернувшись к истинным бессмертным Дворца Небесного Потока. Истинные бессмертные мгновенно кивнули в ответ, после чего 4 золотых бессмертных влетели в синюю дверь из света в мгновение ак. Сразу же после этого дверь из света начала рябить, а затем быстро угасать. Прямо в этот момент Юнни появилась из воздуха среди вспышки белого света, к большому удивлению истинных бессмертных Дворца Небесного Потока. Юнни не обратила на них никакого внимания и тоже полетела в синюю дверь из света как раз вовремя, прежде чем она полностью исчезла, оставив истинных бессмертных Дворца Небесного Потока смотреть друг на друга с озадаченными выражениями лиц. Внутри дворца обширное пространство ослепительного серебряного света внезапно на мгновение вспыхнуло, а затем отступило, как морской прилив. Весь золотой свет внутри дворца также погас, и еще одна пилюльная скорбь была успешно преодолена. 2 из драконов, выгравированных на котле для изготовления пилюль, открыли свои пасти, и из них вылетела пара пилюль высшего зенита, снова наполнив весь дворец богатым лекарственным ароматом. При виде 2 пилюль в глазах Фэн Тяньду мелькнул проблеск жадности. Прямо в этот момент, как будто из ниоткуда, появились еще 2 золотые марионетки, схватили пару пилюль высшего зенита, а затем направились к золотому креслу. «Ты в порядке, младший боевой брат?» — спросил Фэн Тяньду через голосовую передачу. Ци Тянься сделал глубокий вдох, а затем ответил: «Мне пришлось использовать секретную технику, чтобы выбраться из этого моря огня, поэтому я чувствую себя немного истощенным, но мне удалось избежать серьезных травм. На данном этапе я, определенно, не соглашусь уйти отсюда с пустыми руками, и я уверен, что ты тоже». Ло Цинхай, скорее всего, только что сделал что-то, чтобы связаться со всеми золотыми бессмертными снаружи, и как только эти люди войдут сюда, мы окажемся в еще худшем положении, поэтому мы должны получить пилюлю высшего зенита сейчас», — заявил Фэн Тяньду холодным голосом. «Но ограничения и эти статуи слишком сильны для меня, чтобы я мог справиться с ними в одиночку», — сказал Ци Тянься, слегка нахмурив брови. «Хорошо. Из моих наблюдений следует, что, хотя эти серые статуи очень грозные, они не кажутся очень умными или адаптируемыми. Вот план, я найду способ отвлечь их, а ты заберешь пилюли, пока они отвлечены», — сказал Фэн Тяньду. «Хорошо, я попробую еще раз», — ответил Ци Тянься после недолгих колебаний. Пока эти двое общались друг с другом через голосовую передачу, Хань Ли бросил взгляд на остальных людей вокруг. Ситуация во дворце, казалось, ухудшалась с каждой секундой. Он был уверен, что сможет освободиться от этих цепей законов, разделяющих источник, но это займет некоторое время, и продолжать позволять себе быть пойманным в ловушку таким образом, казалось, было не лучшей идеей. Прямо в тот момент, когда Хань Ли колебался, стоит ли ему освободиться от цепей законов, разделяющих источник, Фэн Тяньду внезапно поднял обе руки, чтобы бросить пару рунных печатей в 2 черные цепи, а именно те, что были обернуты вокруг Даоса Хуяня и Аоян Куйшаня. 2 цепи мгновенно ярко засияли, из них хлынуло бесчисленное множество черных рун, которые затем слились, образовав размытую черную фигуру высотой около 15 сантиметров. Это был дух домена. Как только дух домена принял форму, он немедленно влетел в тело Даоса Хуяня и Аоян Куйшаня во вспышке света. Серия черных узоров мгновенно начала быстро распространяться по их телам, и их выражения лиц резко изменились, когда они направили свои силы закона, чтобы противостоять вторгающейся силе изо всех сил, но безуспешно. «Фэн Тяньду, что ты сделал?» В мгновение ак все их тело покрылись черными узорами, и их ауры уже претерпели кардинальные изменения. Сразу же после этого эти двое освободились из клетки из цепей и приземлились на землю, но к каждому из их дантяней все еще была прикреплена черная цепь. «Вперед!» — приказал Фэн Тяньду, и эти двое немедленно полетели к котлу для изготовления пилюль. На лице Ци Тянься мелькнул намек на ликование, увидев это, и он быстро принял восстанавливающую пилюлю, когда из его тела начало выходить серое облако. Хань Ли сразу понял намерение Фэн Тяньду, и на его лице появилось холодное выражение. Он был довольно близок с Даосом Хуянем, к тому же тот только что дал ему следующие 3 уровня писания оси мантры, поэтому он, определенно, не мог просто смотреть, как тот погибнет. С этой мыслью он покрылся золотым светом, но как раз в тот момент, когда он собирался что-то сделать, у входа во дворец внезапно появилась синяя дверь из света. 4 золотых бессмертных Дворца Небесного Потока вылетели изнутри, и они были явно ошеломлены увиденным. Сразу же после этого из двери из света вылетела Юнни, и удивление на лицах 4 золотых бессмертных Дворца Небесного Потока стало еще более явным при виде неё. Как только Юнни появилась в Золотом дворце, она немедленно заметила Даоса Хуяня и создала вокруг себя гигантскую проекцию белого снежного лотоса, в то время как в ее руке появился странный летающий меч, напоминающий стебель лотоса. Проекция лотоса пролетела по воздуху, неся ее с собой, когда она помчалась к Даосу Хуяню так быстро, как только могла.
В этот момент, казалось, она не видела ничего, кроме Даоса Хуяня, и полностью игнорировала все окружающие опасности. «Какая ты преданная женщина!» — заметил Фэн Тяньду с холодной усмешкой. В то же время из черного светового барьера над головой вырвались две черные цепи, которые пересеклись друг с другом в воздухе, прежде чем устремиться прямо к Юнне. «Осторожно!» — поспешно крикнул Даос Хуянь встревоженным голосом. Однако Юнь отчаянно хотела спасти его, и хотя знала, что сверху на нее надвигается атака, она все равно отказалась предпринимать защитные меры, вместо этого еще больше ускорившись по прямой траектории к Даосу Хуяню. Однако она находилась в духовном домене Фэн Тяньду, и он никак не мог позволить ей делать то, что ей заблагорассудится. Прежде чем она успела приблизиться к Даосу Хуяню, к ней с обеих сторон подлетели еще две цепи, и в сочетании с парой цепей, летящих сверху, все пути к отступлению и уклонению были полностью отрезаны. Именно в этот момент на груди Ханьли внезапно вспыхнул яркий золотой свет. Сразу же после этого вспышка золотого света слегка замерцала, как пламя, а затем мгновенно превратилась в золотой световой барьер, охвативший весь дворец. В воздухе над головой появились бесчисленные золотые волны, которые излучали мощные колебания силы закона. В тот момент, когда цепи, сходящиеся к Юнни, соприкоснулись с этими золотыми волнами, они мгновенно значительно замедлились. В глазах Юнни мелькнул недоверчивый взгляд, когда она с легкостью проскользнула сквозь промежутки между цепями, а затем оказалась рядом с Даосом Хуянем. «Хорошая работа, парень!» — воскликнул Даос Хуянь, оборачиваясь, чтобы бросить взгляд на Ханьли. В этот момент они были единственными двумя людьми во всем дворце, на которых не действовал золотой духовный домен, в то время как все остальные, включая Фэн Тяньду и Ло Цинхая, чувствовали, как в воздухе витают мощные силы закона времени. Все были сильно встревожены этим внезапным поворотом событий, и на лице Фэн Тяньду появилось разъяренное выражение. В то же время он указал пальцем прямо на Ханьли, и из его рукава вылетела черная цепь, которая с невероятной скоростью устремилась к Дантяню Ханьли. «Ты снова хочешь запечатать мою зарождающуюся душу? Неужели ты не знаешь, что один и тот же трюк дважды не сработает?» Усмехнулся Ханьли с презрительной усмешкой на лице. Как только его голос стих, перед ним внезапно появилась полоса лазурного света. Это был зеленый бамбуковый меч облачного роя, и он метнулся прямо к черной цепи, обвивавшей тело Ханьли. По поверхности меча промелькнули дуги золотых молний, и еще больше усилив его и без того непостижимо острую ауру, когда он с громким лязгом врезался в черную цепь. Цепь мгновенно разорвалась, а затем распалась на клубы черного тумана, которые слились обратно с черным духовным доменом. Невозможно, выражение лица Фэн Тяньду резко изменилось, когда он пристально посмотрел на меч в руке Ханьли, и ему было трудно поверить, что всего один удар этого меча смог разорвать его цепь закона разделения источника. Ему было невдомёк, что на самом деле это были 3 зеленых бамбуковых меча облачного роя, слитых воедино, и это было максимальное количество, которым Ханьли мог управлять одновременно. В этот момент безграничная ци меча, исходящая от объединенного меча, была гораздо более грозной, чем аура любого обычного бессмертного сокровища. Казалось, что это довольно долгий процесс, но на самом деле все произошло в одно мгновение. После того, как цепь, обвивавшая тело Ханьли, была разорвана, другая черная цепь уже была не более чем в нескольких сантиметрах от его нижней части живота, но он внезапно исчез с места. Как оказалось, в тот же момент, когда он освободился от этой цепи, он также использовал свою способность реверсивной священной оси, чтобы резко увеличить собственную скорость. Уклонившись от встречной цепи, он во вспышке света оказался рядом с Цзиньтун, а затем еще одним взмахом меча разорвал цепь, обвивавшую ее тело. Лицо Фэн Тяньду еще больше помрачнело, увидев это, и если бы не необходимость оставаться на месте, чтобы контролировать всех остальных, он бы немедленно бросился на Ханьли, чтобы убить его. На лице Ло Цинхая также появилось сложное выражение, увидев это, и в этот момент золотые бессмертные дворца Небесного потока, которых он призвал во дворец, также двигались очень медленно и вяло под действием духовного домена Ханьли. Друзья, эти главы, когда жадность ослепляет даже величайших стратегов. Как только первая пилюля высшего зенита готова, хрупкий союз рушится мгновенно. Фэн Тяньду накрывает весь зал черным духовным доменом, сковывая десяток сильнейших бойцов цепями, и непрерывно жертвует собственной эссенцией крови, чтобы удержать эту массу энергии. Туннельное зрение от жадности заставило его проигнорировать главную угрозу – сам Золотой дворец.
Пока пленники бьются в цепях, союзники Фэн Тяньду тянутся к котлу с пилюлями, и тут же активируются серые марионетки, загоняя похитителей в проекцию доски для игры в го и сжигая двух бессмертных белым пламенем. Золотая статуя забирает пилюлю и скармливает ее живому трупу на троне. Это не хранилище сокровищ, это ритуальный зал воскрешения. Дворец методично устранял помехи, чтобы пробудить своего истинного хозяина, а незваные гости даже не осознали, куда именно они ворвались. Фэн Тяньду, чувствуя, что жизненная сила на исходе, начинает превращать пленников в марионеток, и вот тут Хань Ли наконец выходит из тени. Он активирует духовный домен с законом времени и локально замедляет регенерацию черных цепей, не рубит их грубой силой, а делает хрупкими в момент удара. Одного точного удара бамбукового меча достаточно. Он ждал не слабости, он позволил врагу сжечь колоссальный запас эссенции крови и ударил ровно тогда, когда тот оказался на пределе. Что дальше? Фэн Тяньду истощен и в ярости, защита дворца активна, живой труп на троне набирается сил, и теперь, раскрыв свои карты, Хань Ли рискует стать главной мишенью для всех выживших. Готовлю продолжение.